Настырный дождик, я вам скажу. Как-то не особо на дождик похоже. Так, а вон туда-то попасть я должен смочь. Ну, телепорт. Включайся, телепорт. Ты где? Почему телепорт не работает, не пойму. Ладно, хорошо, здесь почему-то не работает телепорт, но я не могу понять, почему он должен работать. Так, мы в дамаг пошли, да? Туда не попасть. Ага, вот так вот. Как бы хорошо с дамагом, но вопрос-то в другом. Мы должны были станить. И питаться кровью. И станить. И станить, и станить, и станить. В принципе, как вариативность, когда у нас мало крови. Мы сейчас... Так, стоп. Как вариативность. А почему мы не можем изменить? Получается, я не могу станить. Точнее, нет. Не станить я не могу. Я не могу... О, господи, я не могу поглощать кровь. Что мы будем с этим делать? Все отлично, но тут есть оглушение. На этих всех оглушения нет. Особые свойства парирования. Так, и если нам лучше всего стан, то это надо брать самый минимальный. 15, это точно нет. 20. Да, это получается брать старую пилу.
прокачивать ее. Понятно, прокачивать ее, допустим, в урон. Да, именно в урон, потому что поглощение крови у нас будет на другом. И все. Либо прокачивать ее. Поглощение. Ой, урон, допустим, поглощение. Урон в итоге будет у нас где-то 200, скорее всего. Так, 10%, 240. 240 будет урон примерно. В принципе, 240 или 260, не особо большая разница. С учетом, что мы хотим в поглощение. Поглощение нам дает левая рука. Так, а вот этим мы не можем, да? Да, этим мы не можем переменять. Поэтому мы все-таки отказываемся от этого. Мы берем... Всё, пилу все-таки берем, да? Нету доп. Свойств никаких интересных. Оглушение изучается. Да. Так. Оглушение. Так, стоп, у нас нет оглушения, получается. Совершенно нет оглушения. И что делать с этим? У нас нет оглушения. Выносливость. А выносливость не сильно у нас меняется. Поэтому что? Оглушение берем с вот этим. Так, а тут у нас... Тут у нас оглушения нет. Тут просто поглощение скальпелем. Но нам поглощение скальпелем не особо нужно. Брать оглушение с вот этого. Но оглушение 18 это, конечно, нормально. Вообще вопросов нет, это нормально. Но в левую руку, если брать что-то... Скальпель или оглушение? Нет, однозначно тогда оглушение берем. 100%. Вот это в дамаг и в кровоток. И в принципе, тогда получается нормально. Мы бьем, выкачиваем кровь, можем оглушить, чтобы кровь попить, можем подхилиться и при этом еще бьем с хилом. Отлично. Так, все. Ну теперь отлично. Так, куда нам? Свежая кровь. Угу. Так, убежище открыто. Теперь перерабатываем все вот это. И у нас получается пила. Пила. Уровень 1. Улучшаем пилу.
И первым делом мы тогда, наверное, все-таки улучшаем не урон, а улучшаем кровотечение, да? Да. Потом урон, кровотечение и в конце урон. Отлично. Улучшить. Здесь мы уже ничего улучшить, к сожалению, не можем. Не можем ничего улучшить. Переработать уже ничего нельзя. Что тут? Шиллинги, алюминиевый порошок. Всякая ерунда еще. Сундук, наш сундук. Так, может там на что-то хватит тогда? Нет, не хватит, да? А для пилы... Так, стоп. Для... Да что ж ты, давай, пила. Для пилы тоже не всего хватает. Создание предметов. Для чего нужны шиллинги? Видимо, появятся торговцы. И торговцы уже будут у нас что-то решать. Скорее всего, у них что-то покупать для апгрейдов придется. Так. 2000. Ай-яй-яй, пока это очень дорого для меня. Дорого. Тактические. 1000. Ага. Так, 300. Это немного изучим. Так, ну мы оглушаем, мы можем кусать, да. Быстрое восстановление, плюс исцеление в бою. Изучаем. Так, да, мы сначала недорогое изучаем. Ага, отлично. Кровь, выносливость. Выносливость повысим. Плюс 45 выносливости, либо плюс 50 здоровья. Так, здоровье 50. 300, 600, все, нету. Вот в кровь можем 300 вкинуть. Ну и все, мы проапгрейдились. Мы неплохо так проапгрейдились. Так, а тут есть сохранение? Игровой процесс? Нет, тут нет сохранения, да. It's locked. Все заперто, да?
это так дико быстро и скиллами бить. Поэтому, в принципе, билд должен подойти. Все, продумали как надо. Нам вон туда надо добраться. Вопрос как? Через мост? Нет. Через поезд? Так, стоп. Я пришел к больнице. А мне в Чепеля надо прийти. Вот Чепеля у нас где? Тут сейчас, по-моему, 18-й монстр будет, да? Ладно, аккуратненько. Одиннадцатый. Вот 11-й это... Нормально. Эх, вампирки, вампирки. Баблишка. Мы где-то рядом, да? Да, мы рядом. Мы рядом. Можно с ними не биться? А можно биться?
Ты нож? Нет, я пила. Так. И мы уже рядышком. Рядышком, да? Блин, надо ускорять было. Вот какие макары. Вот так вот. Опасные какие бандиты. О, хотя нет, это они не бандиты, это я плохой. Все равно опасные бандиты. Whitechapel. This neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's blood. Чтобы зайти, вы откройте карту. Я открыл карту. Вот оно убежище, да, получается? Удалить. Зачем мне маркер? Случайно мною созданный. Так, убежище. Let's find this Petrescu fellow. Fuck you all! Fuck it all! Stop it now, Albert! Stop it! Почему я не могу порнуться? Are you all right? The bastard hit the wall next to me. I don't even know if he meant to miss. If you've been hurt, I can help you. I'm a doctor. Name's Albert. Remember it. Now bugger off. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? If you know anything about her, I'd appreciate it. Never heard of her. She's pretty, I'll keep an eye out.
бомжи, но это нам не страшно. Здрасте. Так, мы нашли место, да, где можно покушать. Видишь свет в конце туннеля? Все, мы пришли. No, not now. Not me, please. I'll be good. Так. Дверной ключ. Убежище. Где-то тут убежище, да? Кровавый отпечаток. Портсигар, кольцо. Это, видимо, вещи на разбор. Еще одни. Сколько портсигаров? Угу. Так, ну я так понимаю, это металлические предметы. Это все будет переплавка. Это не то. Так, у нас краб. Мы не можем пока улучшить. У нас в оглушении. У нас добавлено уже в оглушение. Все, я понял. А вот это мы не можем пока, да? Но. Переработка. Так, возможно, теперь сможем. Нет, тоже не можем. У нас вот этим все в порядке. А вот тут свинцовая пластина и часть отрубленной рукоятки. А вот тут у нас, короче, загвоздочка небольшая. Вот тут мы не можем найти, да? Ну и создать предмет, разумеется, мы тоже этот, к сожалению, не можем. Создание предмета. Это докторская.
сантиметра. Ну, в принципе, уже рядышком. Мы уже совсем рядышком. Инфекция надо давать. Герметизация. Собственно говоря, мы его нашли. Ты кто? What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. Попасть туда. Вот он ушел. Он просто взял и ушел. Надо его найти. A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be for Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nithercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. То есть она тут помогает кому-то. I must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Nearby the church they just mentioned. Come on, take a look. Don't be afraid. Cheap price, good quality. Come on. Excuse me, sir. I have a few questions for you. Another journalist? I didn't answer the first one, so piss off. I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Reed, at your service. I'm Joe Peterson to some, but Colossus Joe to most. And I don't remember asking for your service, sir. Здорово. Ой-ой-ой. Have you heard of a nurse named Dorothy Crane? She's a colleague of mine, and is supposed to live around here. Dorothy Crane? Yeah, I know her. One of the few good souls who dare to help the sick around here. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Tries to help the migrants.
I offered to give her a hand, but she said my reputation would attract too much attention. May I ask what you do around here? I do whatever I want, and sometimes even more. Now sod off. According to you, physicians are scarce in this part of town. Why is that? Not familiar with this neighborhood, are you? I guess your fancy colleagues are too afraid of being stabbed in the back. This part of town does have quite a reputation. Would you say it's justified? Totally. Look at me, for instance. I always look my opponent in the eye before knocking him out. Так, все закрыто, да? Блин, он очень умный. Вкусный. Goodbye, Mr. Peterson. Welcome, sir. Кто там их? Please, take a browse of my wares. I am Dr. Reed. О, I would like to ask you a few не, questions, if you don't я mind. хочу на товары Doctor? посмотреть. Interesting. Давай, давай, I'm давай, Barrett товар, Lewis. товар. Usually I don't have time to waste with talk, but at this hour of the night I can hardly refuse. Так, давай. Right then. Show me what you have. Так, что там? А теперь топорик клея продать. Окей. Огнестрельное продать. Окей, ребятушки. Кольцо. Ах. А, ну хотя нет, я это не мог разобрать, значит продать. Припасы. Окей, продать несколько. Мгм. Купить. Так, ты меня не путай. Так, у нас что получается нужно для этого? Часть. Так, ну нужно 4 части обычный, одна пластина. 4 части обычные, одна Fancy пластина. buying something, sir? You never lose your focus, do you? Right then. Show me what you have. 4 части обычные. 2 только есть, да? И пластина. А вот пластина. Часть обычной рукояти. Крошечная часть обычной рукояти. Так вот обычная-то нам, наверное, не нужна была. Ну теперь она есть крошечная, да? Ага. Для левой руки. Для левой. Но тут мы что-то можем выбить. Тоже малого размера. Да? Пусковой механизм. Оружие дальнего боя. Дальний бой нас мало интересует. И сварки. Так, и у нас все. Пластин нету, да?
пластин у нас нет. Черный клей называется. Soon the time will come when you will all be judged for your sins. Even now, he judges your words and actions. Ну-ка, а может быть ты... Forgive my interruption. Do not apologize, my son. Father Tobias Whitaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. I am Dr. Jonathan Reed, and I just have a few questions. A scientist? You are much more lost than I thought, my son. Блин. I have heard enough for tonight. Goodbye. Очень стоит моим провокациям на съедение себя. А как это прокачать, это мне интересно. Я хочу быть умнее, чтобы съедать их. Может, их надо больше есть, чтобы их съедать можно было. То есть я их ем, и я их могу больше есть. Скорее всего, как-то вот так вот и работает. 40 метров, 57. Так, а кому мы должны 40 метров? Вопрос какой. А вот, найти плетень. The walls of your home will not protect you, for there is no protection against malevolence. То есть клей это где-то здесь, как найти клей. Да не такого клея, Hello, young man. I'm Dr. Reed, and I would like to ask you a few questions. May I enter, please? Sorry, no, sir. My father does not like people entering our house, you see. Your father is worried about you, boy. He asked me to look for you. So my father actually worries about me then? Okay then. Come on in. I'm Harry, by the way. Even my dreams are soaked with gloom. Компьютер снов. Так, стоп. Сначала я могу тебя обокрасть полностью. Обокрасть, а потом съесть. Второй этаж. На втором этаже у нас It's locked. закрыто. Ключик по-любому у него. Письмо с отказом. Новый коллекционный предмет. Так, я нашел торговца. Это уже хорошо. То есть тут можно торговать. Теперь понятно, куда девать монетки. Так, чувак, So, надо с тобой поговорить, да? May I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. Yes, I know her. She came here to examine me when I was very sick. She said I should go out more. Поэтому ты сидишь дома, понятно. Нечего о Лондоне. Forgive my bluntness, young man, but you don't seem happy living in Whitechapel. Why should I? I never wanted to come here in the first place. It was my father's decision. And look around you. Does this look like a nice place to live? You have a roof over your head, a place to call home. Many people here are not as lucky, you know. That's exactly what my father says. Harry, you should be grateful for what you've got. But I wasn't even consulted when we moved here. If life here is so terrible for you, why don't you just leave this place? Have you ever spoken to your father about it? I don't go outside. It terrifies me so. I went outside once without my father noticing and I saw terrible things. Bloody and frightening things. So that's why you stay at home all day? For fear of the epidemic? I'm not afraid of disease or death, Dr. Reed. It's the living I'm afraid of.
How do you feel? I'm fine. I mean, it's not easy every day, but I'm fine. I'm just tired of being sick all the time. If only I could be tough like... Well, you know. Speaking of which, what can you tell me about your father? My father is an idiot who makes idiot things. That's all I have to say. Медосмотр. Переутомление. Гипноз 1 к 1. Гипнотизировать. Так, если ты боишься выходить на улицу, тогда оставайся. Death is so cold. I hoped it would be more meaningful. Полуавтомат, пистолет. Нифига. Так, тут сундук у тебя был. Сундук у бати. It's locked, all right. Да, скорее всего, у бати. Так, пистолет можно торговцу, наверное, продать. Fancy buying something, sir? You never lose your focus, do you? Right then. Давайте. А Show потом me мы what you можем have. поговорить о докторе Крейсе. Пистолет. Отлично. Cheap price, good quality. Come on, take a look. Don't be afraid. You again? What do you want this time? Здоровая. Why is your relationship with your son so difficult? Harry and I are so different. Sometimes I wonder if he's my own blood. Seems he's ashamed to be my son. Why not change that then? If you used your strength to do good, perhaps Harry wouldn't feel that way about you. How dare you tell me what I should or shouldn't do with my boy? Who the fuck are you to interfere like that? You're a bad father who scares his son and his neighbors, Mr. Peterson. I don't think I like your attitude, sir. In fact, I'm starting to dislike your face so much, I might try to improve it, see? I'd like to see you try, Colossus Joe. In the meantime, are you sure I can't be of any help to your son? I am a doctor, remember? Never. Harry's complicated. Fragile, you could say. Doesn't mingle with strangers. Now leave us alone. Harry doesn't seem happy living in Whitechapel. Why did you make him come here? I've always put my son's interests above everything else, whatever he may think. Our house is small but affordable. The walls are thin, but the door is solid. You really love your son, don't you, Mr. Peterson? He's my pride and joy. Even if he hates me for the choices I make and pushes me buttons more than he should. Do you have any regrets? Only one. Not to have my beloved wife by my side. She died when Harry was little. My sweet Jane. She gave the boy confidence. Since the criminal nature of your job means you could be arrested, are you not afraid of what would happen to your boy if you were? No one will ever take my son away from me. If that ever occurred, I'd hunt the bastard down and rip off his head with my bare hands. Сорян бы, чувак. Гипноз не работает. Can I offer you my medical expertise, Mr. Peterson? The name is Colossus Joe. I don't get sick.
Goodbye, Mr. Peterson. Окей. Чувак. Медленно обходила. The walls of your home will not protect you. For there is no protection Так, ты не against клеишь? Excuse me, sir. Are you familiar with this part of town? Name's Clayton Darby, reporter. Sorry, I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me since you're a journalist. My name is Jonathan Reed. Dr. Reed, the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. Так, гипноз не получится. I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? Так, I'm a doctor, Mr. Darby. I care about everything involving public health and this epidemic. Are you sure you're not just concerned about the repercussions that a scandal involving a certain nurse Crane from the Pembroke Hospital would bring? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious. Never goes out. Doesn't seem to have any friends or family. He never goes out. No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. He has no relatives at all? No. Except for that strange man, a poet named Richard Nethercott, who sometimes comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nethercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. расследование. Так. Why are the newspapers keeping silent about the Spanish influenza? It's as though none of you care. There's a war going on. People shouldn't be demoralized by news of deadly diseases. Ну, логично, да. I served in France. Our top priority must be to put an end to this butchery. This war must stop now. Sir, streets are a battlefield too. An invisible and untold war is going on, and it must be stopped. Have you any idea of the danger you face in these streets at night? I've had to run and hide more than once from frenzied mobs incensed by the fever. Do you think the flu is really responsible for this, Doctor? I'm convinced there is more at work here than a simple epidemic. Really? To be honest, I could say the same. Some of the sick I saw or heard of. My God, what happened to them? What is a journalist doing in this borough after sunset? He goes where none of his colleagues would dare to go, to inform the country. So you risk your life to reveal the truth. I saw many reporters do the same during the war. Whitechapel is the crucible of so many untold stories and tragedies. I want people to know them. That's quite honorable of you. But is the public interested? Not at all, sir. And that's why I'm an independent journalist, hoping to sell some stories. I still have questions about that Darius fellow. I don't know much about the man. He's very cautious. Never goes out. Doesn't seem to have any friends or family. Так, понятно. Goodbye, Хорошо. Mr. Darby. Farewell. Блин, крутой такой, так, да? Здесь только машин.
Почтовый ящик. The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. Это была мусорка, это как почему почтовый ящик. Good evening, miss. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you a few questions. I know what you're thinking. A tall stranger who meets a girl in the street at night. It reeks of the penny dreadfuls. But I mean you no harm, truly. I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? You don't seem to need my medical attention for now. Здорово, 2500 опыта. Она Very умная well. какая. Goodbye then. Станет тяжелая. Нет. Что у нас тут? Ничего. 35. Так. Надо развернуться и бежать туда. Hello again, miss. Melia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. Четыре 250 опыта. Нифига себе. Very well. Goodbye then. Я бы меч достал. Достал бы меч, да. Так. Так, мне вот надо вот сюда вот. Тут я попасть туда не могу. Привет, привет. I cannot enter. Дверь невозможно открыть с этой стороны. Да господи. Что мне теперь вокруг оббегать все это? Так, не сюда. Сумасшедший поп. Ага, так. Каль.
попозже. А? Так. Зомбарей завалил. Чуть-чуть попозже, Дань. Так, на кладбище. Что на кладбище? Вон он, да? Вот он, сообщество мертвых поэтов. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Richard Nethercott, at your service. Так, знаете, Дороти Крейн. Он не особо, кстати, умный. May I ask what you're doing at this hour of night, sir? Do you live here? Not at all. I'm just enjoying the pleasure of a quiet walk. Though night talks are always preferable, if you ask me. Especially with strangers. If you say so. But as a physician in a time of epidemic, I must caution you to avoid unnecessary exposure, sir. Thank you, Doctor. But we both know the seeker of truth has to go boldly where the weak dare not. But are you not afraid of the epidemic? Oh, why should I? I see some equity in the Spanish flu. No flesh should be saved, say the scriptures. Good or evil, rich or poor, all are equal in the eyes of the flu. What are your thoughts on the terrible situation in this city? Terrible, you say? No. Of course, the death of so many innocents is a tragedy. But the scourge has not been all bad for the city. Oh, no, sir. What are you talking about? Do you remember London before the flu? Noisy, cacophonic, quiet nowhere to be found. And now, listen to this oddly peaceful silence. My mother loved poetry. Perhaps your words would have touched her sensitive nature. I only see a dreadful disease. Most people fail to understand my perspective. I don't blame them. But how could I call myself a poet if I veiled my feelings? Are you aware that your life could be in danger in this part of town? But this is where I must be to feel the real beat of the city. I had to come, see it for myself, alone. If some misfortune came upon you, who would be here to help you? Well, you for a start, my dear doctor. I understand your need for solitude, but it's not safe around here. I don't care. I don't have many friends, Doctor, and my family despises me. Так, хорошо. Так, нет. Это вот личные вопросы. Так, вот, открылось. Tell me, Mr. Nethercott, why seek inspiration in Whitechapel? The place is not beautiful per se, but how to explain it? Stirring and challenging. Так. In what way, exactly? The struggle by gaslight, the barren smiles and the arid hunger under the rain. If you say so. Such vibrant antagonism and vivid paradox, the stripped humanity raged across each street. Vivid, of course, yes. And what about the poignant distress? Oh yes, the poignant distress. You see what I mean, don't you? That's what I want to write about, and that's what Whitechapel is made of. Do you not think it a little morbid? On the contrary, sir. Whitechapel is full of life, full of beauty. Just like my dear muse, the wonderful Camellia. What can you tell me about Camellia? Not much, and that's the beauty of it. She can't speak, you know. She's a locked mystery,
who exhales kindness and sweetness. Ага. Perhaps you're just afraid to find out the truth about your muse. One day, perhaps, I'll ask her to come with me. But will she still be my wild flower of Whitechapel if she moves uptown? And have you ever tried to learn more about her? Where she lives? How she survives? Whom she may know? Maybe I prefer she remains an enigma. Reality can be so dull, don't you think? Так, отлично. Did you know the mute florist is a member of a secret society? No, I didn't. But I thank you for this information, sir. For it only enriches the mystery surrounding the precious camellia. Так. I fear you are a hopeless romantic, Mr. Nethercott. Guilty as charged, Dr. Reed. Are you not curious? Is there not more you wish to know? That girl has not an ounce of malice in her. Whatever she may be hiding, it's certain to be for the benefit of most, if not all. Tell me, Mr. Nethercott, Так, why seek интересно, inspiration появились in новые варианты Whitechapel? ответов там? The place is not beautiful per se, but how to explain it? Stirring and... Нет. А теперь... Нет, стоп, личные вопросы... Нет, не появились. Это все спросили. May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you, if I can. What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu? Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. Ага. I'm looking for Dorothy Crane, a nurse who lives in this vicinity. Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane of Whitechapel. Sounds very mysterious. But, sorry, no, never heard of her. Так, все, больше нечего не спросить, да? I'll leave you alone, sir. Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in. Так, теперь по-хорошему нам нужно... Так, а убежища здесь нет. А, нет, есть убежище здесь. Вот так вот, да? Так, ну-ка, с этой стороны мы сможем дверь открыть, нет? Ну, наконец-то. А то бегать туда-сюда, это вообще... Ужас кислотный. Так, ну-ка. Девчуля, привет, я с тобой поговорить пришел. Мне тут про тебя рассказали. Tell me about Richard Nethercott. I understand he is quite fond of you, Camellia. Серьезно. You don't seem to need my medical attention for now. Мотает головой. Нет, не нужна. Качество крови. Господи, какая она вкусная. Camellia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. Very well. Ладно, непробиваемая какая, ее бы съесть. Было бы неплохо. It's locked. Дверь заперта. Ну хрум-хрум идет, ну хрум-хрум. Аж облизнулся. Так,
Тут у нас... По мусоркам посадишь. Нет, туда мы пока не пойдем. Мы пока что здесь. Что нужно? Скрижи. Это не моя хата. Моя хата с краю. Вот моя хата. Опа. Пардоньте, не моя, но тут сундук. Нет, моя. Моя хата. Зато я умею вот так. Телепортер. Так, что у нас тут? Сундук. Это наш сундук. Пополнить все. Там не пополнить, скорее, а продать все. Ну да ладно. Блин, карты нету, да? Тут скорее выходы. Тут скорее выходы из комнаты. Так, что мы можем сотворить? Итак, обычные палицы. Не хватает. Не хватает. Кол. С колом у нас все нормально. А если мы берем двуручное оружие, то кроме двуручного оружия мы больше взять ничего не можем. Ага. Понятно. Не, ну оглушение, конечно, оно прям нормально. Так. Улучшить максимально 153. У этого 480. Очень мощная штука. Супер мощная штука. Но кол оглушает. А пила кромсает. Именно поэтому я физдеде. Физдеде. Так, я физдеде и физдеде буду играть дальше. У нас много всякой фигни. Сепсиса, пневмонии. Так, кровать. Что у нас по умениям? Так. 2000 нет, мы не пробьем 3000. Когти. Полученная кровь плюс 5 единиц оглушения. Угу.
Так. Ага, так, теперь стойкость, выносливость, здоровье. Угу. При укусе в бою, да? Урон от укусов. Так, мы, наверное, сделаем сейчас вот так вот. Чтобы повысить, да, и укус в бою. Объем крови. Так, наука, да? Цифры. Число патронов. Косарь. Так. Угу. Кровь 400, да? Надо ярость изучать. Но с яростью вопрос. С яростью у меня не хватит тут. Ладно. Так. Урон укуса в бою. На 300... Нет, на 300. В принципе, на 300 еще есть. Парирование. Это нет. Свертывание. Так. Очень интересно, но я это особо не использую. Так, а я могу вот это откачать? Нет? Нет, нельзя откачать. Так. Сильный укус. Ага, это еще нет. Стойкость. Нет, момент. Это не то. Что? Я не мог сейчас все это выучить. Скажу больше, я этого и не выучил. Просто... Не понимаю. Так, ну вот... Все, уровень 2. Теперь я въехал. Так, теневой туман, копье, да? Угу. $190 кровь. 1000 тоже, да?
Да ну, в принципе, все, наверное. Да, просто сохранимся и все. Оставим.